Привет, 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 господа и дамы, с вами Морж, и я продолжаю проходить Ужас Аркхема. Собственно, пошаговая РПГшечка по вселенной Говарда Филлипса Лавкрафта. В первой серии мы прошли первые два эпизода, ну, наверное, во второй серии тоже можно следующие два эпизода пройти. Так, и не сильно короткие серии получаются, и, в принципе, история развивается. Значит, какие у нас вводные? Да, если не смотрел первую серию, конечно, в описании и закрепленном комментарии будет ссылка на плейлист, где ее можно посмотреть. А вводные у нас такие. Была у нас профессорша, преподавала она астрономию, как я понимаю, наблюдала за какой-то кометой, и ее завалили сектанты. При этом потом еще и тело с кладбища сперли. А сейчас мы отправимся в дурдом, как я понимаю, чтобы поговорить с надзирателем кладбища, потому что когда тело спирали, он сошел с ума. Итак, 3 детектива у меня уже есть, вот, но нужно выбрать 2. Так, тело профессора исчезло с кладбища. В ту же ночь сторож могил Альберт Хетчер сошел с ума и был доставлен в лечебницу Аркхема. Если вы хотите узнать, что произошло той ночью, то логичным ходом будет расспросить его. Проблема в том, что хрен его знает, каких детективов брать на это задание. Нужно взять 2. У меня их 3. Значит, это у нас критовик, психическое сопротивление членов группы. А это у нас повышает инициативу членов группы в бою, то есть больше и чаще будем ходить. Психологическое сопротивление, ну такое себе, вот только у музыканта 75. Ладно, берем чувака с пистолетом и берем... Ну, наверное, основного нашего персонажа я его как бы первым выбирал. Да, я хочу отправить вот этих сыщиков. Итак, что у нас есть? Что у нас по пули вообще практически нет. Это жопа какая-то. Да, я, конечно же, даю ему пистолет, но 4 пули это плохо. Поэтому, скорее всего, нужно будет ему... Ну, еще что-нибудь для ближнего боя, потому что пули могут банально закончиться. Значит, нашему товарищу выдаем ножичек. И, наверное, нужны бинты. Переместить давайте вот сюда. Да, все 5 берем. Если что, будем хилиться. Сигареты тоже нужны. Они добавляют рассудок. Книга задержки. Шанс дикого заклинания. Медицинская книга. Бонус исцеления. Восстановить 5 АД. Стрелка часов мифа возвращается на 0. Но это мифы, чтобы убрать. Оживляет с 50% здоровья. Хорошая вещь, наверное. Бонус магической защиты. Но при этом мне же что-то еще на карте будет выпадать, поэтому хрен его знает, куда это потом все дело распихивать. Поэтому пока что начинаем вот так. Блин, было бы пулей больше, 1 слот бы освободили, чтобы сигарет не было. Так, вы уверены, что хотите? Да, хочу. Докторша пусть пока потусует. Потусует, так сказать, в нашем офисе и оправится от моральной травмы, которую в прошлой миссии на нее навесили. Ну, кстати, на музыканта тоже навесили моральную травму. Но что поделать, здесь нужно 2 персонажа. Так, используйте навыки вашего сыщика с умом. Роланд Бэнкс отлично владеет огнестрельным оружием. Что случилось с этим беднягой Альбертом Хетчером? Что он увидел такого, что заставило его окончательно сойти с ума? Конечно, потеря трупа, который он захоронил, это черная метка в его послужном списке. Но должно быть случилось что-то гораздо худшее. Вы должны допросить человека в лечебнице Аркхем. У этого места зловещая репутация. Чем дольше он остается там, тем меньше шансов, что его разум придет в норму. Ну что ж, пойдем общаться с психами. Психическое заболевание — это худшая участь, которую я могу себе представить. К счастью, это не заразно, верно? Я не ожидал увидеть Гранд Плазу, но эта лечебница — настоящая помойка. Давай спросим кого-нибудь, где найти этого сторожа, Альберта Хетчера. Ну погнали искать Альберта. Ну и заодно собирать все, что тут плохо лежит. Так, газетная статья. Черная магия в Аркхеме. Местная жительница Мисс утверждает, что ее сосед использует магию Вуду в споре по поводу использования кошкой цветочной клумбы в качестве лотка. Да, интересная статья. Так, тут у нас что? Обыск. Советов нет. На столе лежит несколько папок с файлами. Возможно, то, что вы ищете, находится в одной из них. Прочитать, проверить содержимое. Давайте проверим.
Ага, угадал. Внутри одной из папок вы находите записку следующего содержания. Обновите досье Хэтчера, указав его перевод в изолятор М. В другой папке вы находите телеграмму, датированную вчерашним днем. Слышали о вашем пациенте Хэтчере? Изучаем недавнюю вспышку инфекции в Новом Орлеане. Хэтчер проявляет аналогичные симптомы. Просим передать нам Хэтчера. Итак, в Новом Орлеане там какое-то общество было. Похоже, Альберта Хэтчера перевели в изолятор. Он был переведен из-за агрессивного поведения? Наверное, будет лучше, если он останется в лечебнице. Не забудьте эту телеграмму. По словам отправителя, у других были подобные симптомы. Мы должны провести расследование. Эта проблема касается не только сумасшедшего сторожа. Ой, ну должны, значит, проведем. Там говорили про Новый Орлеан, что там как раз вот это общество какое-то. Так, карта лечебницы. На мужское женское крыло. На каждом этаже находятся разные палаты. Изолятор на первом, комната отдыха на втором. Затем этажи для пациентов с разной тяжестью заболевания. Наверху кабинеты врачей, в подвале котельная. Примечание на карте оповещает, что котел вышел из строя. Вот карта лечебницы. Давай посмотрим, где все находится. На первом этаже изолятор, на втором комната отдыха. Этажи выше разделены по разным типам заболеваний. Кабинеты врачей наверху. Взгляни на эту записку, приклеенную к подвалу. Там внизу сломан котел. Почему это важно, не совсем понятно. Ой, тут кому-то прям плохо, да? Осколки стекла блестят в луже свежей крови. Похоже, кто-то выстрелил в дверное окошко. Так, по-моему, здесь все не очень хорошо в этой больнице. Так, картотека не заперта, но ящик не открывается. Должно быть, его заклинило. Взломать замок, потянуть. Атлетизм нужен. Ну, взломаем давайте. Неправильно. Потрясти. Тоже неправильно. Потянуть. Ой, 2 этих просрал. Так, 5 пуль, это хорошо. Это хорошо. Значит, пока у нас хотя бы есть патроны. Так. Снарядить. Перезарядить. Окей. Вроде все, патроны, это здорово, но 2 очка мифов мы просрали. Итак, напуганный охранник. Охранник бормочет что-то о недавнем шуме. Большая часть того, что он говорит, не имеет смысла, но вы улавливаете что-то о выстреле и разбитом окне. Снова помутнение рассудка, но при этом у него пистолет испорченный. А что испорченный-то? Дайте пистолет. Я хочу пистолет переместить. Переместить, вот ему выдадим. Револьвер. Надежный револьвер 38-го калибра. А почему испорченный? И у этого такой же, да, револьвер? Надежный револьвер. Снарядить. Итак, у обоих у меня теперь есть огнестрел, но при этом у меня всего 14 патронов. Это как бы маловато будет. Не понимаю, почему здесь нет чего-нибудь типа лавки или что-нибудь в таком роде. Я думаю, явно бы пригодилось. Между миссиями, чтобы можно было хотя бы закупиться патронами там, например. Ну, погнали. Погнали. Сохранение. Текст. Здесь у нас что-то никого нету. В досье пациента говорится: Дэнни арестован во время нападения на кафе. Несмотря на опознание свидетеля, отрицал, что он Дэнни. Первоначальная оценка показала, что пациент верил, что говорит правду. Перевести в изолятор, поскольку главарь банды может оказать чрезмерное влияние на других заключенных. Так, там из-под двери, как вы видите, свет пробивается. Значит, там противники. Пока, значит, туда не пойдем. Отделение. Эта дверь ведет в женское крыло. Вы не найдете там своего подозреваемого. Понятно. Это просто дверь. Дверь, просто дверь. Шкафчик с бинтами. Блин, ну вот и опять нет, не надо использовать этот предмет. Ах, господи, как оно неудобно. Мне его надо переместить. Переместить вот сюда, потому что сюда больше 5 не влезет. Ну, блин, честно, с тем, какие здесь инвентари, с этим сложновато. Вот, все, у меня все забито. При этом 2 оружия приходится впихивать персонажу, потому что не знаешь, найдешь патроны или нет. Здесь что-то не так. Такое чувство, что мои барабанные перепонки сейчас лопнут. Вы правы, с тех пор, как мы вошли сюда, я чувствую давление в голове. Снова помутнение, да? Понятно. А вот и психи. Что не так с этими пациентами? Они все кажутся такими дикими, посмотри на их лица. Они ведут себя как дикие животные. Будьте осторожны с высказываниями. Один вас услышал. Не думаю, что ему понравилось сказанное вами. Как и его дружкам. Они идут прямо к нам. Так, 3 пациентища. И снова помутнение рассудка. Да господи, меня постоянно бьет этим помутнением. Так. Но они все ближнебойные, поэтому, во-первых, мы можем им сейчас насовать, да? Вот.
А потом еще и поставить в этот... в наблюдение. Когда они начнут двигаться, мы еще им насуем. Тут, конечно, с этой стороны огнестрел очень удобный. Так, вот в этого стреляем. Может, кританем. Кританули, походу. Не, ровненько на 7. Было 7 хп, ровненько на 7 сделали. Ну, отлично, и при этом сейчас тоже его в наблюдение поставим. То есть, сейчас еще 2 выстрела будет. Вот они и пошли. Первый. И второй. Но, к сожалению, не добили, так сказать. При этом ударит. Да, ударит все-таки. Достал. Ой, этот вообще с кулаками. Ну, наверное, вот сейчас они, типа, подошли в ближний бой. Можно дать по щам ключом, например. Так, этого добьем ножом. А этот получит по щам ключом. Что у него еще есть? 1 очко действия. Ладно, ни хрена дальше мы не сделаем. Такс, а ты берешь ножичек. И... Ага, блин, слишком далеко. Так, смена фокуса, наблюдение. Иди сюда. Да, вот так. И сажаем пациента на перо. Чтоб лишние патроны не тратить. Ну, в принципе, да, сейчас я пропущу ход. Скорее всего, мне еще какой-то урон прилетит. Ну, благо он с кулаками. 5. Многовато, многовато. Ну ладно, бинт используем, в конце концов. Влияние мифа, блин, опять. Вы чувствуете на себе ужасающий взгляд древних. Увеличение шанса провала следующей проверки рассудка до конца сценария. Да блин, у меня и так этого рассудка нет, ни хрена, он, блин, отлетает постоянно. Я не знаю, как его сохранять хоть в каком-то варианте. Вообще просто не понимаю. Угасающий рассудок. Херово, херово, что сказать. Текс. Кто-то идет. Кто это будет? Новый детектив, может быть. А, какая-то телочка. Что тут за шум? Вы напали на того пациента? Мы только защищались, это они напали на нас. Они вели себя ненормально. Я хочу сказать, они все вели себя одинаково ненормально. Как будто не контролировали свои действия. Несмотря на то, что ваш диагноз довольно утрирован для применения в медицине, он выглядит правильным. Я должна согласиться, это не то поведение, которое мы привыкли ожидать от этих пациентов. Вы один из врачей лечебницы? Меня зовут Кэролан Ферн. Нет, я не состою в штате, хотя у меня есть допуск. Что здесь происходит? Я знаю немного больше вас. Когда я пришла на прием к доктору Минцу, то заметила странную модель поведения среди пациентов. Сначала они казались спокойными, но вскоре даже самые кроткие из них стали возбужденными, агрессивными. Центр активности находится в изоляторе. Кстати, а что вы здесь делаете? Мы друзья профессора, чье тело было украдено в ту ночь, когда у Альберта Хэтчера случился нервный срыв. Мы хотим задать Хэтчеру несколько вопросов. Я сомневаюсь, что он будет в себе, но, возможно, я смогу помочь. Кроме того, я хочу понять причину этого буйства среди пациентов. Просто пообещайте мне, что будете с ними деликатны. Нам, конечно, не помешает ваша помощь, а в численности безопасность. Понадеемся, что новое пополнение в вашей команде поможет выяснить, что случилось с кладбищенским сторожем, а также с этим несчастными душами в лечебнице. Да, третий детектив. Это у нас Кэролин Ферн. Давайте посмотрим, что она умеет. Психолог. Кэролайн повышает шанс для группы нанести удар оружием по врагу под эффектом. Инициатива обычный, ближний бой обычный, дальний бой обычный, магия слабый. Ну, возможно, там, не знаю, красивая попа. Вот. Разве что. Ну, обычная попа. Хотя, фантазия делает из любой попы красивую попу. Ладно, используем вот это. Да, на себя применяй. Это первое. И применяем сигареты на трубача. Пусть хоть чуть-чуть рассудок восстановит. Ну, пока так. Да, конечно же. Перезаряжаем наши пистолеты, но, блин, гляньте, вообще патронов жопа. Этот ножичек давайте отдадим ей, чтобы она хоть как-то могла пинаться. Ну и погнали смотреть, что тут еще есть. Так,
Советов нет. Стальной мусорный бак наполнен отвратительными медицинскими и офисными отходами. Вас передергивает, когда вы представляете себе влажные шарики, найденные среди скомканной бумаги и другого мусора, если наткнетесь на них в поисках чего-нибудь полезного. Опустошить, дотронуться. Ну, опустошим давайте. Неправильно. Дотронуться, значит. Покопавшись в отвратительном мусорном ведре, вы находите скомканный лист бумаги. Я видел, где они держат эту чертову штуку. Такое маленькое устройство. Все, что им нужно сделать, это направить его на нас, и мы успокаиваемся. Они хранят его в сейфе, в кабинете врача. И снова помутнение рассудка. Так, есть какое-то устройство, которое можно успокоить, да, этих психов. Но они в кабинете врача. Кабинеты врача по карте в самом верху. Так, здесь давайте покопаемся. Мне нужно это внимательно осмотреть. Хорошо, давайте. Сигареты. Ну. Давайте сразу их применим. И снова на трубача. У него меньше всего рассудка. Так, восстанавливаем хотя бы как можем. Здесь у нас что? Ого. Здесь у нас что-то много всего. Шкафчик. Мне нужно внимательно рассмотреть название этих книг, прежде чем продолжить. Хорошо, внимательно и осматривать. Название, типа, прочитать заголовок. Ёлки-палки. Так, здесь у нас книга живого щита. Не знаю, пока берем, но что-то я не очень хочу использовать магию. Мне патронов лучше. Как бы с револьвером все, по-моему, полегче решается, чем сейчас еще какие-то магические заклинания исполнять. Есть сундучок. Внутри сундука вы находите лабораторный халат врача. Странное место для хранения такого предмета без присмотра. Если среди пациентов врач или наоборот, любой из этих вариантов вызывает опасения. Есть патефончик. Ну. Блин, опять рассудок отлетает. Да господи. Фонограф постоянно заедает на одной и той же затертой дорожке. Зацикленный звук может свести с ума. Хорошо, что вы уже в лечебнице. Вы чувствуете помутнение, блин, проверка рассудка. Тут к чему не прикоснись, везде помутнение рассудка. Пасьянс. О, вы чувствуете спокойствие, +1 к рассудку. Прикольно. То есть мне нужно как бы трогать какие-то вещи, которые улучшают рассудок, и не трогать, которые потенциально могут по нему бить. Кофе с бромом. Ну, такое же у меня было, да, поэтому сюда положим. Пусть пока будет кофе. Кофе дает 5 очков действия, но это в бою его можно применять. Но мне, по сути, в бою пока особо лишние очки действия не требовались. Возможно, там будут сложные противники. Так, сломать или потрясти. Он не запер, но, кажется, крышку заклинило. Ну, потрясти, наверное. Да, потряслось. И снова сигареты. Так, применить. И вот на него, да. Применяй сигареты, чтобы добавить рассудка. Вроде все, да? Легко отметить, лучше отметить это как улику. Какую улику? Потому что мы сигареты нашли. Чувак, тебя что-то несет с уликами. Улики, не улики. Ну вот еще что-то, да? Так, тут у нас что? Похоже на офис какой-то. Ну, давайте смотреть. Записка. Пациент продолжает настаивать на том, что он не Дэнни, несмотря на опознание свидетелей и полиции. Его манеры и личность действительно кажутся несовместимыми с репутацией печально известного главаря банды. Иногда я ему почти верю. Приятно это знать. Короче, тут еще какой-то Дэнни поехавший есть. Есть сейф, да? Запертый сейф с классическим замком из 3 цифр. Введя другую цифру, вы не слышите обнадеживающего щелчка. Вы набрали не тот код. Ну хорошо, ладно. То есть мне нужно найти от него код, да? Ну хорошо. Будем искать. Молодой человек пришел, чтобы узнать о своем пропавшем отце. Его описание совпадает с описанием пациента. Несомненно, это была слабая уловка одного из членов банды, чтобы освободить их главаря. Если этот молодой человек вернется, немедленно позвоните шефу Николсу. Так, значит, у нас тут какой-то поехавший главарь банды, кроме нашего могильщика. Есть часы. Нет, это скидывает стрелки часов мифов. Ну, на самом деле, нет, применять не надо. Переместить. Используем, когда будет уже, ну, практически полностью заполнено. Хотя бы сбросим, чтобы следующую хрень не ловить. Так, я взломаю этот замок, прежде чем вы успеете сказать бум. Ну, хорошо, вскрыть отмычкой. Бинты, 5 штук. Много-много. Переместить. Что-то я чувствую, если мне дают дохрена аптечек, что здесь будет дохрена боев. Ну, что-то мне так кажется. По логике вещей.
Кода от сейфа пока у нас нет. Ладно. Надо хотя бы просто запомнить, что здесь есть сейф. И, если что, к нему вернуться. Так, тут у нас что-то есть. Удаляет случайный эффект. Ага, и снова, блин, долбануло по голове. Случайный эффект. Радиатор. Куда это все складывать, блин? Есть какое-нибудь расширение инвентаря? Окно. Эти вещи нужно передвинуть, прежде чем я увижу, что у нас здесь. Передвигаем. На кусочке бумаги, приклеенном к дну тарелки, написано 1.12. Ну, может, это код от сейфа? Там же 3 цифры, да? 1.12. На всякий случай попробуем. Я хочу узнать, что в этом сейфе. Вводя другую цифру, вы не слышите обнадеживающего щелчка. Вы набрали не тот код. Так а смысл? У меня тут только одно предложение. Ну, как бы, типа, я другую цифру не могу ввести. Значит, 1.12 не код от сейфа. Стоп, а вот здесь вот я смотрел? Нет? Книжный шкаф. Передвинув некоторые книги и предметы, вы замечаете что-то полезное. Ну да, походу, я осматривал. Раз ничего не выдали. Ладно, гоним дальше. 1.12. Что эти цифры дают? Я, если честно, понятия не имею. Ну, идем дальше. Идем дальше. Так, тут у нас уже койки, да? Чувствую, если на койке, блин, смотреть, то точно будет помутнение. В записке говорится: санитары конфисковали еще один дневник у пациента. Хочу подчеркнуть, что этот пациент не должен получать доступ к письменным материалам. Его письма только усиливают заблуждение, вызванное его расстройством личности. Если вы снова обнаружите, что он пишет, прикажите перевести его в мою комнату внизу. Доктор Минц. Ну, это, как я понимаю, про главаря банды, да? Так много крови, этому человеку уже не помочь. Кто мог так его изуродовать? Да такие же психи, как и он. О! Что это был за шум? Он доносился из конца коридора. Туда. Сейчас мы встретим того, кто его так изуродовал, судя по всему. Ладно. Тут у нас что? Дверь в камеру изолятора. Она заперта. Ну, наверное, мне, кстати, туда надо. Его ж в изолятор перевели. Правильно? А здесь дверь в камеру изолятора. Она заперта. Понятно. Такс. Есть труба свинцовая. Цена 4 очка действия и урон наносит. Круто, конечно. Только вот куда ее пристроить, а? Удаляет случайный эффект. Ну, давайте, не знаю, уничтожим, да. И возьмем трубу, поставим сюда. Так. Нет, не надо использовать предмет. Я хочу его переместить. Вот, замените, да. Чтобы у него тоже было оружие ближнего боя. Вот так нормально. Но все равно, наверное, расходники надо как-то побольше использовать, потому что места ни хрена нет. Так, нужно посмотреть все это, изучить, осмотреть, просмотреть. Значит, внимательно осмотреть. Правильно? Правильно. Пациент Хэтчер должен быть переведен в изолятор из-за агрессивного поведения. Пациент жалуется на боль в животе, несмотря на то, что травмы в области живота заживают хорошо. В блокнот добавлена улика. Так, может быть, я почувствую то, чего не вижу. Изучить, опустошить, дотронуться. Ну, если почувствовать, то, наверное, прикоснуться. Правильно? Правильно. Есть адреналин, который поднимает мертвого бойца. Опять, блин, а куда его девать? Ну вот, серьезно. Вот, у нее что же есть адреналин, значит, хорошо, переместим, ну, вот сюда, да. Хотя бы так. Хотя бы так. Что-то многовато здесь дропа, если честно. Альберт Хэтчер переехал в Аркхэм в 1916 году. Соседи и коллеги описывают его как дружелюбного, хотя он остается холостым и бездетным. Он не связан ни с какой местной церковью или общественной организацией. Иногда он приглашает друзей на кладбище сыграть в покер, когда у него есть время. Первоначальная оценка: здоровый ум и тело до инцидента. Данный срыв предугадать было невозможно. Так, ну там явно противники, да? Ну, погнали. Погнали, погнали, погнали. Труп какого-то товарища. По-моему, это что-то нечеловеческое. Воу. Как в этом, как в фильме. Нечто. Ну, такой противник у меня первый. Сейчас будем его каким-нибудь образом угомонять. Утихомиривать.
А, что это, черт возьми, за штука? Это невозможно. Что это за странное существо? Некая естественная мутация? Его изучение могло бы раскрыть доселе неизвестные истины, лежащие за пределами. Ах, ну возможно сейчас не время. Оно выглядит нереально, но его часть это человек. Или была им. Так, как 50 хп возродившийся. Ё-моё. 50 хп. Мать моя женщина, вот серьезно. Не, ну понятно, что мы его будем валить. Ну и наблюдение, да, конечно, ставим, чтобы еще одну пулю влепить в него. Так. Значит, стреляем. 6 урона. И тоже ставим наблюдение. Отлично, еще одна плюха и еще одна плюха. Десятка критически, 20 хп. Ну, я его, походу, на следующий... Револьвер ломается, вот это херово. Причем очень херово. Так, у нас у этой бабенки есть ножичек. Ножичек. Так, да, 2 очка действия, и мы сможем ударить, правильно? Вроде да. Вот так. И наносим колото-режущую рану товарищу. Так, у тебя есть труба. При том, что у меня еще и револьвер сломался, блин. Да. И навернуть трубой. А не трубой, а разводным ключом. 13 критический урон. Так, у этого тоже есть труба. Ну, там 4 очка. Блин, хрен мне одного очка хватит, чтобы сюда дойти, да? Ну, типа, я ж не смогу атаковать, правильно? Или смогу? Ну, так 2 очка уходит. Вот так 1 очко. Вот так 2. Но я атаковать не смогу. Нет, значит стреляем. Что еще делать? Лучше его за этот ход положить. Чем потом еще сейчас от него урон хватануть. Надо, кстати, будет полечить моего того, у которого 18 хп. Я с трудом верю, что мы победили эту тварь. Его кожа твердая, как сталь. Я не могу смотреть на это, оно сводит меня с ума. Будьте осторожны, боюсь, что эта тварь еще может быть живой. Должна быть какая-то подсказка о том, откуда это взялось в приюте. Может быть, мы сможем как-нибудь избавиться от него? Стойте, вы это слышите? Кто-то рыдает в соседней комнате, там, в операционной. Мы должны посмотреть, кто там. Ой, я бы не шел смотреть. Такс. Оба пистолета скоро сломаются. Блять, ну это плохо. Состояние старое. Короче, пистолеты тоже еще и ломаться умудряются, да? И перезарядить нечем, пуль нет. Ну ладно, у меня оружие ближнего боя как бы присутствует. Кое-как отпинаемся. Давайте применим вот сюда аптечку. Вот. Ну и в принципе пока больше вроде ничего не надо, да? Хорошо. Ну давайте осмотрим. Чувствую, сейчас опять по разуму даст. Естественно. Человекоподобное существо с огромными щупальцами, растущими из туловища, дергается на полу. Что-то в его присутствии беспокоит обитателей приюта. Ой, ну не круто, не круто. С разумом, конечно, это вообще тяжеловато, блин. Мне б сигарет, чтобы разум остановить. Так, тело исчезло. Сторож кладбища сошел с ума. Ну, это мы знаем. Просто газетная статья. Ой, там у нас чего? Так, есть. Удаляй случайный эффект. Блин, да опять по сознанию херакнуло. Бесит. К чему не прикоснись, блин, бьет по сознанию. Как это сознание восстанавливать? Если аптечек реально дофига, то сознания прям как-то вообще нет. Так, тут у нас есть товарищ, которому плохо, явно. Это что у нас? Так, сверху этот шкаф завален хламом, а дверцы заперты. Если я смогу правильно управлять этой штукой, она должна заработать. Управлять. Управляем шкафом. О, есть патроны. Патроны это здорово. Патроны это хорошо. Перезарядить. Да, 5. Блин, сейчас оба пистолета, походу, загнутся просто. А тут еще есть пули, есть патроны, есть гильзы. Наверное, это либо для других вариантов оружия, либо хрен его знает. Так. Записка на столе. Выключите свет во всех камерах до тех пор, пока котел не будет отремонтирован. Освещение в коридоре должно оставаться включенным на случай чрезвычайной ситуации. Говорите всем пациентам, которые жалуются на темноту, что ситуация временная. Нет ничего более постоянного, чем временная. Так, банка.
О, +1 к рассудку. Я думал, наоборот, долбанет. А дозировка 1 таблетка в день, чтобы уменьшить тревогу. Вы думаете о том, чтобы забрать ее? Ну, на самом деле, мне какие-нибудь таблетки для рассудка пригодились, потому что рассудок постоянно выхватывает. Такс. Хреновые бинты. Проверка рассудка у цели. Не. Хилиться за счет рассудка уж точно не вариант. Тем более обычных бинтов пока хватает. А с рассудком реально беда. Так. Если убрать эти вещи, то можно было бы достать. Переместить, обыскать. Ну, переместить, значит, да? Есть топорик. 4 очка действия он требует. И наносит 7-11 урона, 20% крита, но при этом проверка рассудка у себя. То есть каждый удар будет 1 рассудок забирать. Ну, это очень не круто, мягко говоря. Урон 6-7. Урон, конечно, клевый, 7-11, да? Тут 7-9. На ноже вообще 6-7. Здесь тоже 6-7. А, нет, свинцовая труба 7-9. Ослепление цели. Ну, тут еще ослепление есть. Блин, проверка рассудка у себя. Ну, мне кажется, он будет забирать рассудок при ударе. Я не думаю, что это хороший вариант. Ну, давайте поговорим с этим товарищем. Так, нет советов. Доктор смотрит на вас широко раскрытыми глазами, как будто понимает, что его заметили, пока он прятался. Его губы дрожат, и он отползает от вас. Напугать или очаровать? Давайте будем очаровательными очаровашками. Неправильно, да? Ну, значит, напугать, и надо сейчас эти часы использовать. Ключ от... И опять по рассудку бахнуло, да? На ключе висит картонная бирка с надписью «Камеры». Он может пригодиться, если вы хотите попасть в камеру или выйти из нее. Снова проверка рассудка прошла. Хорошо, давайте используем часы. Применить. Да, вот это вот уберем. Мифы. Уберем. Хорошо. Потому что нам оно нахрен не надо. С доктором вроде все, да? Вроде все. Ну, пошли. Так, вот эта ебала лежит. Значит, выходим отсюда. Идем искать камеры. Где они тут были? Вот там. Там где-то были. Так, труп мы смотрели, вот камеры. Причем отсюда что-то шло. Вот именно из этой камеры. А вот из этой камеры вроде ничего не шло. Отпереть. Угу. Что у нас тут? Ого, одержимый врач. И снова рассудок. Ну, конечно, куда ж без этого. Так. Пистоли у меня еще есть, вроде как. Но сейчас они, блин, начнут ломаться, я уверен. Да, хорошо, стреляй. Стреляй, Глеб Егорыч. И кидаем вот сюда. Ты тоже у нас сейчас выстрелишь по вот этому товарищу. Да, по нему. Добиваем. -1 сразу же. И тоже кидаем наблюдение вот сюда. Да, что-то инициатива у телочки прям вообще плохая. Ну давай, добивай. Отлично, -2. -2 без урона. Это шикарно. И у нас остается товарищ с 20 хп. Это, как я понимаю, врач, да? Одержимый врач. Так, можно телочкой походить. А вот есть какие-нибудь умения, а? Там типа магии или еще наблюдения. Ну, смысл, я до него не дойду. Ну или дойду, но скорее всего ударить не смогу. Мне нужно, чтобы он сюда подошел, а дальше я его трубой гасить буду. Ну ладно, давайте сделаем наблюдение. Вот сюда. Не знаю, вдруг прокатит. Не прокатит. Так, 5 урона. Ну, 5 урона это немного. Это хорошо. Так, значит, трубой по голове. Что еще с тобой делать? Товарищ. 7. Да. Так, ты у нас с перемещением будешь идти. Тут тоже надо сейчас аккуратненько, чтобы на 1 ход всего лишь. Ну. Нет, да не надо, я не хочу 2 тратить. Хочу 1 тратить. Я его отсюда ударю или не ударю? Наверное, должен. Ну, как мне кажется. Я смогу его лупнуть трубой? Смогу. Это хорошо. Ну и надеюсь... Ага, и слепота еще на него накинулась. Ну и надеюсь... Так, здесь 2 очка, да, тратим. И ножом, я надеюсь, я его сейчас добью. Добью же? Ну, должен добить. Ну, в принципе, малой кровью. Очень малой кровью. Мы разделались с этим. Хорошо. Так, я мог бы сломать этот замок. Найти изъяны, взломать или вскрыть. Ну, пишет сломать. Сломать это взломать, правильно? Правильно.
Кроличья лапка. Так, бонус защиты в ближнем бою +2, инициатива понижена. Ну, как бы, давайте возьмем пока, но... Это типа как артефакты работают, я понял. Есть книга. На столе врача разбросаны различные бумаги, прочитать. Среди беспорядочно разбросанных бумаг вы находите досье на Хэтчера. Пациент Хэтчер помещен в психиатрическую лечебницу. Первоначальная оценка определяет, что он должен быть помещен в отделение для психозов. Пациент становится все более жестоким. Санитары изо всех сил пытаются его контролировать. Пациент переведен в изолятор, пока его состояние не улучшится. Следующее. Так, при стандартном осмотре камеры обнаружен беспорядок. Пациента заметили не сразу. Он атаковал из укрытия и претерпел некоторую радикальную физическую трансформацию. Я с трудом мог заставить себя писать эти слова. Данное явление невозможно с медицинской точки зрения. Но я видел это своими глазами. Я сразу же удалился, оставив санитаров охранять бедного мистера Хэтчера. И все же я до сих пор чувствую это. Я слышу этот звук. Нет, сигнал, призыв. Пациенты, санитары, врачи, мы все одинаковы. Мы должны слушать призыв. Эти заметки указывают на то, что существо на самом деле Альберт Хэтчер, сторож кладбища. Как такое возможно? Я даже никогда не читала о болезни, которая могла бы вызвать такую радикальную физическую трансформацию. Это заражение или естественный процесс в жизненном цикле существа? Я думаю, мы не получим ответов от сторожа. Так, найден предмет, добавлена улика. Ладно, сюда мы пока не пойдем. Давайте, да, осмотрим, что у нас тут есть. Может, что хорошее найдем. Так, есть стопка книг. Нужно внимательно изучить. Изучаем. Среди документов есть дневник с сопроводительной запиской, в которой указано, что книга была конфискована у пациента О'Банниона, это который вот этот Дэнни. В нем вы читаете, они взяли не того человека. Но я не могу мыслить здраво так долго, чтобы убедить их в этом. Я очнулся в тюремной камере, полиция обратилась ко мне как к Дэнни. Но это не мое имя. В конце концов, они передали меня врачу, который отправил меня сюда, в сумасшедший дом. Мне говорят, что у меня что-то вроде расстройства личности. Они думают, что я выдумал личность, чтобы защитить себя. Медсестры ведут себя так, как будто я лгу, но я клянусь, что это не так. Как долго они собираются держать меня здесь? Так, ну он либо себя не осознает, либо, что называется, в тело этого Дэнни вселили другую личность. В записке говорится: внимание, котлы настроены на низкую мощность из-за сбоя давления. Пожалуйста, воздержитесь от использования чрезмерного тепла и электричества, включая, но не ограничиваясь паровыми ваннами, электрошоковой терапией и освещением камер. Понятно, ничего интересного. Так, есть у нас открытая камера чья-то. Тут у нас пациент. Ну, давайте. Так, блин. И опять по рассудку влупила. Вы ожидаете чего-то более ужасающего. Ваши нервы уже на пределе. Вы из-за нахождения в этой лечебнице. Вы испытываете облегчение. Найден новый предмет. Бинты грязные. Но они нахер мне не нужны. Они, блин, тоже рассудок сбивают. У меня и так этого рассудка нет. Ладно, давайте тут хотя бы перезарядим. Пока так. Блин, ради грязных бинтов потерять 3 рассудка. При том, что восстанавливать его, ну, тупо нечем. У меня нет расходников. Дверь в камеру пациента, она заперта, но поблизости не видно механизма. Оно и к лучшему, вам нечего там делать. Понятно. Ладно, осмотрели, значит идем в соседнюю камеру, правильно? Правильно. О, опять? Что там за шум позади? Шо, опять? Оно похоже на то существо, оно преследует нас, оно охотится на нас. Захватывающе. Оно достаточно сообразительно, чтобы выслеживать добычу. Круто, конечно, но я же его убил, вроде как. И снова по рассудку херак. А у меня этот рассудок просто банально скоро закончится. Ну, типа... Но зато оно далеко, это радует. Так, да, и наблюдение мы тоже выставляем. Но пистолет сейчас, походу, отойдет в мир иной. Поэтому придется пинаться... револьвер ломается. Ну вот, уже походу отошел. Хераси, сколько у него очков действия? Мне просто интересно. Явно больше, чем у меня. Так, ну за одно очко я вряд ли к нему подойду, как мне кажется, да? Ну да, вот этот и 2 использую. То есть одно очко это вот. Я его не достану отсюда. Значит, стреляем. Что нам еще делать? Ага, есть бинты, кстати, можно использовать, да? Не, пока стрельбу организовываем. И точно так же выставляем наблюдение. Женщина-доктор можно использовать.
Ну, в принципе, я его ножом и кольну. Но если он сейчас начнет двигаться, давайте, наверное, сделаем вот так. Я просто не знаю, на кого он будет двигаться, на кого дергаться. Давайте сделаем вот... Что-то, мне кажется, вот на него. Почему-то. Вот так. Блин. Так, неправильная позиция. Вот так. Можно так? Можно. И выставим вот так вот наблюдение. Вдруг попадет. Что называется. Так, да, стреляем в заразу. И... Не. Все, пистолет типа сдох у меня, да? Да, пистолет сдох. Ой, ладно, выставляем наблюдение. Чтобы он хотя бы его лупнул, когда подойдет. Ловит пулю хорошо. 11 с критом. Есть удар ножом. Ну и кулаком удар тоже должен быть, правильно? Или нет? Нет, 6 урона. И вместо этого еще и оглушение. Ладно, я вас понял. Так, перемещение. Нет, подожди, перемещение. Ну, переместись. Мне нужно, чтобы ты переместился на единичку. Так вот, да? Чтобы одно очко действия было использовано. И трубой мы тебе пропишем вжбань. Вжбан? Хорошо. Ты у нас просто будешь ножом пинать. 1 хп. Ну, судя по всему, да. Судя по всему, сейчас я его положу в этом раунде. Оглушение. Оглушение. И что, он пропускает ход? Херово. Херово, блин. Лишний 8 урона. Вот реально, просто лишний 8 урона из-за того, что там оглушение было. Ой, пистолет сломался, зараза. Ладно, добить-то мы его добили. Бинтами не вопрос. Сейчас хп восстановим. И не вставай. Так. А куда он делся вообще? Труп. Ладно. Так, тут скоро сломается. Это плохо. Труба. Состояние новое. Нож состояние старое. У меня все ломается, короче. Короче, просто все ломается. Да, применяю вот сюда. Пока аптечки есть, можно и похилиться. Без особых проблем. И еще раз применить вот сюда. У нас только докторша пока вообще урона не получала, да? Ну, перезаряди. 1 пуля. Что поделать? Погнали. Отпереть. Да, теперь дверь не заперта. Так, что у нас тут? Ну, здесь, судя по всему, как раз этот кладбищенский сторож и сидел в одном из этих изоляторов. Судя по всему, оккультный символ, на котором мы эту убили. Ученую. Копченую. Хрена себе так, еще и чувак с пистолетом. 20 хп, 16, елки-палки. Да, здесь будет весело, я скажу вам, ребята. Вот это еще и с кучей хп одержимый охранник, он с пистолетом. Этих, ладно-то, с дальним боем я бы как-то справился. Пу-пу-пум. Ну, хорошо. Наблюдение, да, давайте вот в эту сторону. Что остается делать? Достанет, не достанет, не достанет. Зато меня легко достанут. Ёлки-палки. Многовато урона что-то. Мне не нравится. На 8. Оглушение. Это здорово. Так, и у меня еще одна это остается, да? Давайте, не знаю, вот в ту сторону будем двигаться, потому что с этим чуваком с пистолетом как-то справляться придется. К нему надо срезать дистанцию, так сказать. Да, конец хода здесь. Так, ты у нас вот сюда подойдешь. Вот сюда. Угу. И ножом товарища ударишь. Если бы кританула, могла бы положить. 1 хп, блин, ну пипец. Сейчас просто нужно его как бы добить, по сути. Ага. Доктор тут его еще решил полечить. Ладно, это плохо. Это плохо, но не смертельно. Так. Вот сюда можешь достать? Да, блин, ну не используй 2 очка. Мне нужно, чтобы ты использовал 1 очко и при этом мог ударить. Тут не может. Тут не может. Вот тут, да, ну, блин, 1 очко, но мешается докторша. Ай, плохо, плохо, плохо. Я думал, я его сейчас довалю просто этим одним. Ну в принципе, можно стать вот так.
И ударить рукой. Ну, хотя бы попробовать. Хрен он его кританет, чувствую. Да, на 3. Зараза, зараза. Еще и охранник с стволом. Нет, отхилюсь-то после боя я ладно, не вопрос. Но... Так. Ну, здесь этого женщина добьет, поэтому давайте двигаться. Что мне тут делать? Нужно подойти, но при этом, как я понимаю, удара я уже нанести не смогу тут. У меня уже просто... У меня нет столько очков действия. Так, с этого мы добиваем. На 11. Нихера себе. А вот до этого нельзя было на 11 лупануть, чтобы еще в прошлом раунде этого товарища убить, а? Нельзя было? Судя по всему, нельзя было. Ладно, становимся в... Вдруг он решит подойти. Не, он атакует ближайшего. И это плохо. И снова миф полетел. Расстояние перемещения в бою уменьшено до конца боя. Ой, и удар по разуму. Да, с разумом вообще беда. Так, свинцовая труба. Естественно, лупи. На 7 всего лишь. Маловато, маловато. Да, конец хода. Ну, это понятно, стрелять будет. На 9. Нихера себе, 4 хп. Да. Чувак с пистолетом будет, наверное, для меня самой большой проблемой. На 7 всего лишь. Всего лишь на 7. Да, пропускаем ход. Так, самое интересное, этого мы тоже можем еще не добить. Нужно сейчас, чтобы хотя бы в этом раунде вот этого докторенка завалить на 6. И сейчас у меня у этого... А, он еще и себя хилит. Прикольно, прикольно. Очень прикольно. Не, ну, наверное, добить получится, но в следующем раунде. А этот у меня сейчас сдохнет, блин, на 4. На 4 по нему попадут. 100% попадут. Не вопрос, как бы, запас по хп у меня еще немножечко есть, так сказать. Но что-то мне не нравится. Да, эти ребята явно, блин, посерьезнее были. Но опять же, были бы пистолеты, которые не сломались. Которые, блин, сломались, вернее. Все было бы нормально. А так стволы поломались, и все, и соси бибу. Ой, подойти-то я смогу, как я понимаю, да, но удар нанести не смогу, естественно. Естественно. Все очки надо потратить. 16 хп. Не, добить-то я добью. Добить-то я добью, но проблема этого одупления все еще стоит. Так, вот сюда отойди, пропусти ход. Сейчас он еще нанесет урон. Труба. Лупить на 14. Прикольно. Но если бы я сейчас мог его добить сразу же. Прям в житницу. Прямо в житницу. Интересно, а где у человека житница? Так, все, давай. Под ребро. Фуф, ну более-менее. Но сейчас у этого исцеление отлетит, да? И все, и он получает травму. Я не знаю, реально, получена травма. Шанс нанесения критического удара в бою немного уменьшен. Ну ладно, с этим еще жить можно. Так, давайте применяем, ну, во-первых, сюда. Хилим все, что можно. 19. Естественно, применяем сюда. Врачиха у нас, блин, целая. Вообще ее никто не трогает. 22, 25. Ну и, наверное, еще одну сюда. Хрен его знает, что там в следующем бою будет. Тем более, когда у меня без патронов, без пистолетов. Это все меня, конечно, не радует. Такс. Что у нас тут? Нет совета обыскать, а смотреть тщательно обыскать. А в отличие от других трупов, обнаруженных в этой палате, этот принадлежит женщине. Она пробралась в гости тайком, или врачи просто не заметили, что она женщина. Эта мысль вызывает у вас мрачную усмешку. Давайте тщательно обыщем. Неправильно. Осмотреть. О, осмотреть правильно, и револьвер нашли. Вот это здорово. Не зря осматривали. Так, вот сюда ему запихнуть. Оторванный кусок бумаги. Так, вы берете с тела записку с надписью 34-2. Вы чувствуете помутнение разума, проверка рассудка. Снова рассудка, но при этом... Что у нас? Первая записка у нас была 1.12, да, если я не ошибаюсь? Вот. Это, скорее всего, код от сейфа. Ну, здесь 34-2. Не знаю, что это, но себе на листике помечу. Вот. Явно когда-то мне это дело пригодится. Мне кажется, что это код от сейфа.
Каким-то образом. Так, на столе лежит досье пациентам, к сожалению, почерк практически не разобрать. Ну так врачи писали, логично. Логично, что не разобрать. Писали врачи. Текс. Тут у нас чего? Иногда тактильные ощущения идут больше, чем зрение, значит дотронуться. Бинты. Бинты это тоже... Нет, применять не надо. Применять не надо, а вот переместить надо. Ну, вот сюда положите. Их по 5 можно. Бинты это здорово, это пригодится. Но мне б лучше сигарет, если честно, чтобы рассудок хоть как-то выровнять. Ой, сейчас тут по-любому рассудок отлетит просто нахрен. Я уверен. Камера вся каким-то говном измазана. Естественно, отлетает рассудок. Естественно. По вам пробегают мурашки, тончайшие волоски на руках встают дыбом, когда вы видите эзотерические символы, покрывающие стены и пол. Они написаны кровью. И хотя вы не понимаете языка, слова почему-то выглядят знакомыми. Это камера пациента? Что случилось на этом месте? Ничто человеческое не могло причинить столько вреда. Должно быть, это было то самое существо. Только посмотрите, что он сделал. Ни один санитар не смог бы сдержать его. Это послание написал человек. Неужели это существо утащило его? Если нет, это символ на полу, выглядит знакомо. Это тот же символ, который мы видели в кабинете профессора. Какое любопытное развитие событий. Если бы пациент рассказал мне об этом, я бы подумал, что он бредит. Альберт Хэтчер, сторож кладбища, превратился в эту мерзость? Не могу поверить, что этот монстр когда-то был человеком. Наука полна явлений, которые даже опытные ученые принимают за чудеса. Это что-то новое, что-то достойное изучения. Естественно, как только обстоятельства станут менее опасными для жизни. В это трудно поверить, но существо действительно выглядело как захваченный человек. Я не знаю, какой это контролирующий паразит. Я начинаю подозревать, что это существо является источником психических расстройств среди пациентов. Я сама чувствую давление в своем сознании. Если мы останемся здесь еще, то боюсь, что это может повлиять и на наши действия. Наше оружие было бесполезно против этой твари. Даже весь персонал лечебницы не смог отразить нападение этого существа. Жаль, у нас нет дюжины винтовок и дюжины солдат, стреляющих из них. Этот сломанный котел сильно шумит. Может быть, мы сможем включить его, чтобы заманить существо в ловушку? Там должно быть что-то, что мы можем использовать в качестве взрывчатки, возможно, немного топлива. Не надейся, что у вас есть шансы против этого монстра. Самое благоразумное — немедленно покинуть это место. Пусть другие разбираются с этим очаровательным экземпляром. Мы не можем просто оставить пациентов и персонал на милость монстра. Что если он выберется наружу? Весь Аркхэм окажется в опасности. Лестница в котельную находится рядом со входом. Такс. Ну что, еще раз рассматривать это я, пожалуй, не буду, да? Оно долбанет же, да? Ну, хватило одного рассмотрения, то есть второй раз. И вот эти часы, блин, мифов снова меня хотят наказать. Это плохо. Так, тут у нас на стене нацарапана записка. Что я здесь делаю? Кто такой О'Банион? И уверен, что он не я. Но я в замешательстве. Могут ли они быть правы? Но это камера Дэнни этого, судя по всему. То есть его линия тоже параллельно с нашим развивается, но какую роль сыграл он, пока не совсем ясно. Так, тут у нас что? Еще одна пациент, да? Ну давайте. Ой, снова удар по разуму. Пациент лечебницы стоит перед вами поначалу спокойно. Я смирился со своей судьбой, говорит он. В лечебнице Аркхэма смерть приходит раньше любого лечения. Его глаза становятся дикими, он начинает дергать себя за волосы. Я сожалею только о том, что мой рецепт дело моей жизни умрет вместе со мной. Никто не доказал, что достоин. Он умрет вместе со мной. Советов нет. Сейчас одна ошибка, у меня еще один прикол от мифов будет. Поучать, очаровать, угрожать. Давайте поучаем. Ну, конечно, вот вам было украдено несколько пуль. Да блин, их и так нахрен нет. Тут у меня еще и пули сперли. И по разуму, да, долбануло? Ну, кто б сомневался. Очаровать. Давайте очароваем. Взволнованный безумец пристально смотрит вам в глаза, словно взвешивая решение. Да, говорит он, вы достойны этого. Он наклоняется ближе и шепчет. 2 части чистейшего рома, 1 часть сухого вермута и немного апельсинового ликера. У него изо рта вырывается икота, и он добавляет. Я работал в баре до сухого закона. Он хихикает, прежде чем что-то пробормотать себе под нос и оставить вас испытывать странную жажду. Ну, замечательно, он мне рассказал рецепт бухла коктейля, который я, естественно, приготовить не могу, но при этом у меня еще и сперли пули. Круто. Ладно, здесь мы все посмотрели, давайте выходить. Так, котельная, да, рядом с входом, значит, рулем обратно.
Судя по всему. Так, ну тут у нас есть этот сейф. Этот сейф. Но кода у нас к нему до сих пор немає. Есть... Ага. Из 3 цифр. 25, 31, 34. Первая на записка 1.12, вторая была 34.2. Ну, 34, например. Вы вот слышите щелчок. 34, значит, первая, да? Это хорошо. Дальше 12. Вводя другую цифру, вы не слышите обнадеживающего щелчка. Вы набрали не тот код. Ладно. Но других записок не было. Хорошо, первая 34, да? Вторая 82, не знаю. Нет. Так, ну, блин, сейчас я его подберу. Ну, третья 12, судя по всему. Так, 21 пусть будет. Неподходящее действие, часы мифов, идти быстрее. Вы вводите цифру, слышите щелчок. Ок. Ну и последняя 12, правильно? Да. Ох ты, тут еще и нахрен пистолет новый. Ну, пули, естественно, забираем. 8 кольт, 5-7 урона. А на револьвере 7-8 урона. Что такое урон маленький? Критический 40%. Критический 15%. Ну, типа, кольт он критовый, да? Но при этом... Ой, но при этом урон меньше. Ну, ладно. Ладно, сейф был полезный. Мы его вскрыли. Это хорошо. Кольт уж точно пригодится. Так, тут мы все осматривали. Идем к выходу, да? Блин, сигарет бы найти. Вот они прям нужны были бы. Так. Винг А. Стоп. Сюда? В лечебнице Архим есть. Это отделение женское. Я понял. Но тут мы вроде были. Вроде. Или нет? А, вот, да. Вот лестница в подвал и котел. И в этой котельне должно быть что-то, что мы можем использовать против этого существа. Ищите везде. Это безумие, говорю вам. Безумие. А ты знаешь, что такое безумие? Ладно, сейчас найдем. Что, первый раз нет совета. Потрясти, открыть силой. Ну, давайте силой, не знаю. Пуля. Пуля хорошо. Удара по голове пока нет. Это тоже хорошо. Такс. Смогу ли подтянуться немного, чтобы достать? Тянуть изо всех сил. В куче угля виднеется что-то интересное, но оно вне досягаемости. Смогу ли подтянуться немного, чтобы достать? Потянуть и тянуть изо всех сил. Не знаю, изо всех сил давайте. Отлично, труба. Труба это хорошо. Давайте мы ее вот сюда вместо ножа. Она в нормальном состоянии. Новая. Здесь состояние новое, да? Водопроводный ключ старый. Но нож у нас уже старый, поэтому то такое себе. Оружие тоже надо заменять. Так, тут у нас чего? Кофе с бромом. Оно у меня было. Нет, возьми. Я не знаю, насколько оно мне пригодится, но пусть будет. Тем более оно слот не займет. У нас уже такое есть. Найден предмет канистра с маслом. Ага, какой-то безрассудный болван оставил канистру с маслом слишком близко от раскаленного котла. Возможно, вы сможете использовать эту ошибку с пользой, установив ловушку для существа. Тут канистра с маслом. Мы можем поджечь монстра. Это опасно, но может сработать. Давайте используем ее для ловушки, а затем котел, чтобы заманить существо в комнату. Хорошо, каждый день узнаю что-то новое. Это да, это да. Написано от руки записка. Не включайте левый котел на полную мощность. Врачи могут услышать шум на верхнем этаже. Ясно, левый котел, да? Это вот этот, как я понимаю, правильно? Ну, а как сделать ловушку? Вот это? Так, простой, элегантный пол. Отлично, выливаем. Выливая масло на пол, вы создаете адскую сцену. И теперь вот этот котел дергаем, правильно? Огромный резервуар парового котла, источник тепла и электроэнергии. Для всей лечебницы. В текущий момент он работает на низкой мощности. Ага. И тут еще и другие. Он вернулся. Это тварь. Он не отступит. Нам лучше прикончить его. Такс. Снова 50 хп тут. Ага, и докториха у меня сейчас еще и травму хватанет. Печалька, печалька, печалька. Так, шанс нанесения критического удара в бою немного уменьшен. Ну ладно, с таким жить можно. С таким жить можно, но так жить хорошо не получится. В смысле, там плюс 6 и сигареты откуда-то взялись? Откуда взяли сигареты? Что там сигареты были нарисованы?
Ладно, такс, что у нас здесь? Наверное, сначала нужно вот этих одержимых врачей улупить, да? У них как бы меньше хп, и они будут от меня отвлекать в любом случае. Ладно, давайте улупляем одержимых врачей. И при этом ставим наблюдение, потому что наблюдение нам тоже пригодится. Кстати, блин, можно было третий пистолет сунуть докторихе, чтобы она хоть как-то тоже сдалека лупила. Ну вот оно дошло. Еще и ударило. Плохо, плохо. Так, можно, значит, за 2 очка даже можно 2 раза выстрелить, да, в существо. Если из кольта. Прикольно. И наблюдение всего 1 очко. Ну давайте тогда вот этих вафлить. Хорошо. Добиваем. -1. Это здорово. Ну, второй с ножом, блин, ну до него далеко, я думаю, он не сможет, как бы. И сюда вот кидаем наблюдение. Блин, кольт крутой, не вопрос. И получаешь пулю. А он еще и хилится. Да, это ж врачи, они хилятся, блин. Такс, ты. Да, лупи по врачам. Что еще остается делать? И наблюдение тоже бросаем. Фу-фу-фу. Пока вроде нормально. Но если оно критовать не будет, то я думаю, я вывезу. Блять, оглушение. Вот это вот плохо. Вот это вот плохо. Так, есть у нас телочка. Телочка. Вот сюда одно. Нет, мне нужно, чтобы ты 1 очко использовала. Достанешь потом? Я надеюсь, достанешь. Давай. Достала. Отлично. 7 урона. И слепота. Снова перехват срабатывает. Но он дойдет. Не вопрос. Этого сейчас я положу. Зараза, все-таки нанес урон. Печально, печально. Я надеялся, что не нанесет. Да, давайте добиваем врача одержимого. И здесь, конечно, можно поставить этот... Ага, и пистолет, судя по всему, у меня накрылся, да? Не, перезарядка, кстати. Можно и перезарядиться. Ладно, еще 1 урон от этой твари мы получим, судя по всему. На 13, ни хера себе. Чего так много? Чего так много? Так, можно, в принципе, из пистолета его и долупливать, да? По 2 очка. Просто я чувствую, что у меня сейчас этот мой товарищ снова отклеится. Я не хочу, чтобы он помирал. Ну, наблюдение можно включить, но какой смысл, да? Эта тварь не двигается, поэтому... Так, а если мы используем бинты, ну вот на него можно? Ты можешь его вылечить? Может. Что неплохо. Это мы хотя бы переживем. Есть еще 3 очка. И даем плюху. На 1. Пиздец. Прям охренеть урон. Ладно, будем трубой тебя догашивать. Все, 1 очко, 1. Хорошо. Давай, достаем трубу и даем по щам. Не, ну я надеюсь, сейчас у меня в бою все выживут. Очень хотелось бы 5 урона. И снова оглушение. Блин, он меня постоянно оглушает. У меня вообще он ходить перестает. Так, труба. И трубой по щам, пожалуйста, выпишите. На 7. И слепота. Я не знаю, что дает слепота. Тут как бы промахов нет, поэтому я не понимаю, что дает слепота. Давай еще раз трубой. Все, добил. Отлично, ровненько на 8. Как доктор прописал. Ну и теперь, судя по всему, мы его сожжем. Ничего удивительного. Надо будет откуда-то отсюда кадр взять для этого. Для обложки. Уф. Ну, по сути, судя по всему, вот 2-я серия у меня на этом и закончится. То есть я закончу Архам, и это будет конец 2-й серии. Вот, отлично, завершено. Потому что больше часа уже получилось. Так, тело профессора Теленгаст исчезло с кладбища. В ту же ночь сторож Хэтчер сошел с ума и был доставлен в лечебницу Архама. Если вы хотите узнать, что произошло той ночью, то логичным ходом будет расспросить его. Итак, значит, основные... Дополнительные задачи. Открыть сейф в кабинете, это я сделал. Основные задачи я выполнил. Все живы, но при этом... Да, 2 человека у меня получили травмы, а Джим как бы и был с травмой. Ваши сыщики возвращаются в офис.
Хоть я и по-прежнему сомневаюсь, что это поможет, но вам стоит нанести визит стада Альгеди в Новом Орлеане. Если вы это сделаете, передайте, пожалуйста, мои наилучшие пожелания. Без сомнения, вы найдете их такими же восхитительными, как и я. Хорошо, устранение травмы. Так, сыщик может избавиться от одной травмы каждый раз, когда он или она пропускает сценарий. Тщательно выбирайте, кого хотите взять. Так, ну вот как раз у нее отдохнули, рассудок у докторши ушел. Это хорошо. Так, ну, пожалуй, да, вторую серию я закончу над этим. Потихонечку начинаем разбираться в том, что здесь вообще происходит. Это явно что-то внеземное. Какие-то культы, какие-то ебаки. И мне кажется, это вполне себе интересно. Спасибо, что провели этот час со мной. Надеюсь, вам тоже было интересно. На лайки, комментарии, надеюсь, вы расщедритесь. Это очень помогает. Ну, а следующая серия, конечно же, завтра. Поэтому с вами был Мош. Как всегда, пока-пока.